Барселона ищет усиление в полузащиту. Лионель Скалони думает об уходе из Аргентины. Новый лидер серии А. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Защитник Лиля Тиаго Диало может продолжить карьеру в более именитом французском клубе. По информации газеты Делла Спорт, в подписании 23-летнего игрока заинтересован ПСЖ. Столичный Грант рассчитывает оформить переход Диало в январское трансферное окно. Кроме ПСЖ, заинтересованность в услугах защитника проявляют мадридский Атлетико и туринский Ювентус. Диало связан контрактными обязательствами с Лилем до середины 24-го. Лионель Скалони заявил, что пока не принял окончательное решение о продолжении карьеры на посту главного тренера сборной Аргентины по футболу. Ранее The Athletic сообщал, что у тренера накопилась усталость от общения с представителями Ассоциации футбола Аргентины, которые слишком долго вели переговоры о новом контракте. Также сообщалось, что игрокам и тренерскому штабу до сих пор не выплатили бонусы за победу на чемпионате мира. В принципе, я здесь, потому что я тренер. Это отличный момент, чтобы подумать. Это важно после всего, что было достигнуто. Мы должны думать обо всем, что происходит, и смотреть, что мы делаем. В сборной Аргентины очень хорошие футболисты, подобралась сильная команда. Им нужен хороший тренер. Я это говорил раньше и повторяю сейчас. Им нужен тренер их уровня. Сейчас время, чтобы подумать об этом, и я продолжаю думать об этом. Многое из того, что говорится, следует отбросить. Отношения с президентом всегда были идеальными. Это только мое решение подумать. Подумать о лучшем для национальной команды. Месси — капитан нашей команды, и у меня с ним прекрасные отношения, заявил специалист. Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Его контракт со сборной действует до 2026 года. Вчера в Дортмунде должна была состояться встреча между представителями Боруссии и Манчестер Юнайтед. Главная тема обсуждения – обмен вингера-англичан Джейдона Санчо на форварда немецкой команды Дониела Малина. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк у себя в Твиттере. По информации источника, дортмундский клуб требует от англичан 30 миллионов евро или прямой обмен на Санчо за нидерландца Малина. Ранее Санчо уже выступал за Боруссию в период с 17 по 21 год. Действующее соглашение игрока с клубом из Англии рассчитано до июня 26-го. Каталонская Барселона проявляет интерес к полузащитнику Ньюкасла Бруно Гимараешу. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. По информации источника, синегранатовые разыскивают нового Яя Туре и уже нацелились на 3 игроков, способных усилить центр поля. Одним из них является 26-летний бразилец Бруно Гимараеш, выступающий за Ньюкасл. К Сорокам хавбек присоединился в 2022 году из Лиона. В этом сезоне он провел 14 матчей в рамках АПЛ. Отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В прошлой кампании футболист набрал 9 очков по системе гол плюс пас. В Саудовской Аравии высказались о возможности подписания Лео Месси. Технический директор Лиги Саудовской Аравии Майкл Минала высказался о нападающем Интер Майами Лионеле Месси. Причины, по которым он оказался в МЛС, это то, на что у меня нет ответов. Если в следующем сезоне он решит, что хочет перейти сюда, мы будем рады приветствовать его. Если он захочет остаться в МЛС, мы будем очень рады за него. Саудовская профессиональная лига открыта для любой суперзвезды, которая хочет приехать. Приводят слова Эминала «Гол» со ссылкой на The Guardian. Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр поделился эмоциями от признания лучшим игроком АПЛ в ноябре. Футболист выразил благодарность одноклубникам и фанатам.
Я бы не добился этого без своих одноклубников, персонала и болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это», — написал Магуайр на своей странице в соцсетях. Футболист принял участие во всех 3 матчах Юнайтед в ноябре, каждым из которых Харри провел на поле 90 минут. Также и сам тренер Юнайтед Эрик Тен Хаг был признан лучшим тренером АПЛ по итогам прошлого месяца. МЮ выиграл все свои матчи против Фулхэма, Лутона и Эвертона. На приз также претендовали Роб Эдвардс из Лутона, Эдди Хау из Ньюкасла и Андони Ираола из Борнмута. В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки. В турнире примут участие 16 сборных. В группу А попали Аргентина, Перу, Чили и одна из 2 сборных Канада или Тринидад и Тобаго. В группе Б Мексика, Эквадор, Венесуэла и Ямайка. Группа С США, Уругвай, Панама, Боливия. А в группе Д находятся такие сборные, как Бразилия, Колумбия, Парагвай и Коста-Рика или Гондурас. 2 участника Кубка Америки определятся по итогам раунда плей-ин. На турнире сыграют победители матчей Канада, Тринидад и Тобаго и Коста-Рика-Гондурас, которые пройдут на Toyota Stadium в городе Фриско 23 марта. А сам Кубок Америки состоится с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на Mercedes-Benz Stadium сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал пройдет на Hard Rock Stadium в Майами Гарденс. Он состоится в один день с финалом Евро 2024 года. Игры Кубка Америки примут 14 стадионов в 14 городах США. Вчера прошел матч 15-го тура итальянской серии А, в котором встречались Ювентус и Наполи. Игра проходила в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Арсата. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев. На 51-й минуте Маккенни нашел Камбьяза на правом фланге, тот навесил прямо на линию вратарской, где был защитник старой сеньоры Гатти, который головой в прыжке вколотил мяч в сетку. Этот гол остался единственным в матче. После 15 туров серии А Ювентус набрал 36 очков и на текущий момент занимает 1-е место в чемпионате. Однако у Интера есть игра в запасе. В свою очередь Наполи заработал 24 балла и остался на 5-й строчке.